Привет, народ! Сегодня хочу поговорить с вами о такой штуке, как грибы. Грибы карельского перешейка. Не знаю, как вы, а я просто тоскую по тихой охоте, сидя зимними вечерами, смотря фотографии собранных летом грибов. Начинается это примерно так. Ранней весной, когда сходит снег, вылезают строчки. Вслед за ними вылезают сморчки и растут практически все лето, просто мы на них уже потом не обращаем внимания. Сразу за ними растут колосовики. Ну, как правило, это подосиновики, изредка подберезовики. Красноголовик, как называют еще в подосиновик, действительно бывает и красноголовиком, и подосиновиком. Особо расти подосиной. Ну, также еще бывает натуральный красный, достаточно редкий гриб, растущий рядом с болотом. Даже ножка у него красная, очень твердый. Есть мысль снять сбор грибов онлайн. Заказал себе на ютубе одну приблуду, если получится, потом сниму с помощью нее тихую охоту в натуре, так сказать. Но это будет не раньше, чем летом. Пока вот подосиновики только на фотографиях. Вслед за подосиновиками, точнее после того, как пройдут колосовики, а потом появится следующая волна грибов, появляется большое многообразие грибов, и зачастую выбираешь только один сорт и собираешь его с тем, чтобы закрыть именно эти грибы. Идешь, собираешь, и потом бух, а корзина-то полная, она так, невзначай, 3 ведра. И основная проблема потом дотащить эти грибы до дома. А идешь домой, а попадается то один, то другой гриб краше другого. И ложишь все это царство в корзину. Подойдешь домой и думаешь, как же ты их допер. Лисички появляются практически вместе с колосовиками и пропадают в конце ноября вместе с первым снегом. Ну, говорят, что даже под снегом кто-то их находит. Красивый чистый гриб, любимый финнами, городскими жителями. Ну, в моем понимании, все-таки гриб любителя. Я предпочитаю, собрав лисичек, в свежем виде их приготовить. Очень они хороши жареными. Особенно на сковородочке со сметанкой. Аж слюни потекли, вспоминая, как это дело происходило. Подберезовик или обабки, так же, как и подосиновик, встречается разных видов. Собственно, сам обабок, полевой подберезовик, который растет практически везде, как в лесу, так и на поле. Бывает мягкий, сопливый, бывает твердый, словно боровик. Муха его полюбляет, запах сильный, поэтому надо всегда проверять. Очень их, брат, бывает червивым. Я родился и вырос в Калине, в Калининской губернии. Посему болотный гриб черноголовик есть воспоминания о детстве для меня. Очень люблю и уважаю этот гриб. В сушеном виде он очень хорош для супа. Ну и соленый неплох, хотя можно и мариновать. Очень такой красивый гриб из моего детства. Ну, белый, все понятно. Царь-гриб, растущий в нашей местности как и на опушках полян, так и вдоль тропинок. Полевой гриб, белый, боровик, встречающийся в белом мху. Бывает, что растет он так же, как и подосиновик, из-под опавшей листвы, смешанного редколесья. Там он особенно твердый, красивый, словно горбушка хлеба. Боровичок. Помимо этих грибов, еще маховик, считаю очень даже неплохим. Растет его здесь большое количество. Растет достаточно недолго. Надо успевать его собирать
то короткое время, когда он растет. Опята – самый многочисленный и легко собираемый гриб. По первости интересно собирать его, а потом, ну, заготовка грибной массы. Бывает, что деревья снизу доверху обрастут этими опятами, подходишь, срезаешь шляпки, набираешь эту корзину за полчаса и идешь домой. В общем-то, в течение часа у тебя работа на целый вечер по переборке этих грибов, промывке. Хорош как соленый, так и маринованный, жареный, даже, говорят, сушат. Но не все его, говорят, любят. Тем не менее, очень красивый гриб. Люблю его собирать. Козлята, маслята, сопливые от рождения. Хорошие грибочки. Горькухи, самые распространенные из пластинчатых млечных грибов. Очень так же, как волнушка, хорош в засолке. Грузди. Очень много здесь у нас черных груздей. В принципе, есть и белая грусть. Но вот этот видеоролик он не попал. А грусть черных хорошая, особенно в засолке, соответственно. Как в холодного соленья, так и горячего. Когда готов, хрустит на зубах. Очень я полюбляю данного лесного жителя. Зеленухи всех цветов и оттенки вылезают очень поздно. В конце сентября, в октябре. На жареху очень замечательно. Есть в нашем лесу и мухоморы. До безумия красивый гриб, предупреждающий грибника. Смотри, рядом будет белый, ну либо лось, это уж как повезет. Эти лесные гиганты очень любят его. То ли лечатся, то ли кайфуют от него. Рыжик. Краса леса. Царский гриб. Хорош во всех видах. Оленьи рожки. Гриб, который повстречался мне только здесь, в Карелии. До этого я нигде его не встречал. Да и после этого тоже. Жареный на вкус, словно курица. Очень красивый, словно коралл, растущий из мха. Сыроега. В общем, грибов у нас много, от слова очень. Бывают годы, когда считается, что их нет, но даже в этот год можно всегда, если постараться, набрать грибов.